Я увидел, что одна из его голов как бы смертельно ранена, но смертельная рана зажила, и вся земля в восхищении последовала за зверем. Ему будут поклоняться все живущие на земле. Их имена, начиная от основания мира, не вносятся в свиток жизни у Агнца, который был убит. И он принуждает всех людей принять знак на правую руку или на лоб, чтобы никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, на ком есть знак, имя зверя или число его имени, и число его 666. Наверное, не найдется человека, который не слышал бы про число 666. Однако практически никто сегодня не понимает его значения, а также не знает его носителя. Вместе с тем, Библия практически однозначно указывает на эту страну, на последнюю мировую державу, которая будет править землей до Царства Бога. Про багряного или красного зверя рассказывается в книге Откровения, главах 13, 16, 17. Однако пророчество о нем есть также в книге пророка Даниила, глава 2, 7, 8, 11. Там он назван Четвертым Царством. В книгах Даниила и Откровения эта страна описывается с разных сторон. В обоих книгах приводятся разные подробности относительно нее. Если соединить все детали этих пророчеств вместе, то картина становится ясна, подобно собранному пазлу. Прежде чем начать рассматривать эти пророчества, необходимо уточнить, что конец этой системы вещей должен был наступить еще в первом веке нашей эры, во времена Иисуса и апостолов. Но из-за предательства Иуды Иисуса, из-за казни Иисуса Израилем, конец замедлился и был отсрочен. Ведь этому видению еще предстоит исполниться в определенное время. Оно поспешит исполниться и не обманет. И даже если задержится, жди его, так как оно непременно исполнится, не опоздает. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял правую руку к небу и поклялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем. Промедления больше не будет, но в дни, когда протрубит седьмой ангел, когда он будет готов затрубить, священная тайна Бога, которую он объявил как благую весть своим рабам-пророкам, придет к завершению. В Малахии 4.5 предсказывается приход пророка Илии перед завершением этой 7 вещей. «Я посылаю к вам пророка Илию перед наступлением великого и страшного дня Иеговы». Иисус, комментируя это пророчество, сказал, что по факту Илия придет дважды. Илия на самом деле придет и все восстановит, но говорю вам, что Илия уже пришел, и его не узнали, а сделали с ним то, что хотели. Исходя из вышесказанного, багряный зверь или Четвертое Царство также должен появиться дважды. Или, если быть точнее, пророчество о нем записано в 2 местах. Так как у Бога ни одно из слов не остается неисполненным, то пророчества в первом исполнении багряного зверя должны быть применимы также и в целевом. Пророчество из книги Откровения лишь дополняет его. В первом исполнении багряный зверь представлял Римскую империю. Именно она была Четвертым Царством, начиная с Вавилонской империи, согласно книге Даниила. В наше время багряный зверь из Откровения также имеет много общего с Римской империей. В книге пророка Даниила центральной темой является видение Большого Истукана, описанного во 2 главе и представлявшего 4 политических державы, начиная с Вавилона, следовавших друг за другом. В 7 и 8 главах книги Даниила также говорится об этих 4 державах – Вавилоне, Медоперсии, Греции и Риме. В них приводятся дополнительные подробности. Мы рассмотрим пророчество о 4-м звере совместно с пророчеством из книги Откровения. Признаки, по которым можно определить багряного зверя. В истории этой страны должен быть период развала. Ноги из железа, а ступни частично из железа, а частично из глины. Так как ты видел железо, смешанное с самой глиной, то они будут смешаны через людей, но не соединятся одно с другим, как железо не смешивается с глиной. В этом пророчестве предсказывается, что вначале эта страна будет единым целым, как кусок железа,
но затем будет разделено, и после развала 10 частей этого царства по числу пальцев ног соединятся через людей, но не сольются вновь в одну сторону, как железо не смешивается с глиной. Подобный признак есть и в книге Откровения 13.3 и 17.12. «Я увидел, что одна из его голов как бы смертельно ранена, но смертельная рана зажила. 10 рогов, которые ты видел, означают 10 царей, еще не получивших царство. Они получат царскую власть вместе со зверем, но только на 1 час». В истории этой страны будет всего 11 правителей. 11-й по счету царь будет отличаться от первых и застанет при жизни 3 предыдущих правителей. Что касается 10 рогов, то из этого царства поднимутся 10 царей, а после них поднимется еще один, и он будет отличаться от первых и унизит 3 царей. Политика 11-го правителя в этой стране будет направлена против Бога и его служителей. Этот рог пошел в войну на святых, и он одолевал их. Он будет говорить слова против Всевышнего и притеснять святых Всевышнего, и они будут отданы в его руки. В Откровении об этом говорится так: «И он открыл свои уста, чтобы порочить Бога, его имя и его жилище, тех, кто живет на небе. Также ему было позволено вести войну со святыми и победить их. И он получил власть над всяким племенем, народом, языком и нацией». 11-й правитель этой страны бросит вызов самому Господу, и это приведет к его концу. Он поднимется против князя князей, но будет сокрушен без помощи рук. Они сразятся с Агнцем, но Агнец победит их, так как он есть Господин Господ и Царь царей. По этим признакам можно однозначно определить эту страну. Багряный или красный зверь – это восстановленный Советский Союз. Сейчас он получил смертельную рану в голову, развалился на 15 республик, кусков железа. Но смертельная рана у него заживет, и он будет восстановлен в 10 республиках. Если раньше он был единым целым, с одним правителем, генеральным секретарем, представленным верхней частью ног стукана, то после восстановления он будет представлять собой хрупкий союз из 10 бывших республик, 10 правителей. Как сказано в Откровении 17.17, эти 10 царей вновь отдадут царство зверю, то есть вернут свой суверенитет союзному правительству. Это произойдет при 11-м царе по счету. Как сказано в Даниила 7.24, он будет отличаться от первых 7, не будет коммунистом, и унизит 3 царей из тех, что были до него. В настоящий момент в СССР и его преемнике России было 10 царей, а именно Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев. Дмитрий Медведев был 10-м по счету. Владимир Путин, хоть и стал следующим президентом, но все равно является 9-м по счету царем. Тот, кто станет президентом после того, как Путин с Медведевым уйдут, станет 11-м по счету царем. Если это произойдет в ближайшее время, то он застанет при жизни 3 царей, которые были до него: Михаила Горбачева, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Из пророчества мы можем предположить, что он не будет коммунистом, так как будет отличаться от первых царей, и в то же время не будет из команды Путина-Медведева, так как он унизит 3 предыдущих правителей. Он будет вести политику, резко направленную против Бога, и будет притеснять святых Всевышнего, что означает, что у христиан в то время будет весьма непростой период. У Советского Союза и Римской империи в первом исполнении багряного зверя есть ряд общих признаков. Обе империи ассоциировались с красным цветом. В обеих империй использовался символ колосьев. Аббревиатуры обеих империй похожи – СССР и СПКР. В Откровении 13.18 говорится, что имя восстановленного багряного зверя будет представлено числом 666. Здесь нужна мудрость, и имеющий ум пусть вычитает число зверя, потому что это число человеческое, и его число 666.
Вероятно, здесь имеется в виду, что его название будет состоять из 3 повторяющихся букв. Интересно также, что на языке оригинала, на котором писалась книга Откровения, греческом, 3 цифры 6 выглядят следующим образом. Возможно, таким и будет имя зверя. От прежнего названия СР останутся только первые 3 буквы. В Откровении 13, 11, 18 описывается еще один зверь, у которого 2 рога, как у ягненка, но говорящего как дракон, принуждающего всех людей поклоняться первому багряному зверю. Судя по всему, 2 этих рога входят в 10 рогов багряного зверя. Только они имеют преимущество над остальными рогами. То, что эти 2 рога царя объединены в одного отдельного зверя, говорит о том, что они являются отдельным политическим объединением. По этим признакам узнается союзное государство России и Белоруссии. Договор между странами подписан 2 апреля 1997 года. Именно эти 2 объединенные державы будут движущей силой реинкарнации и продвижения идей восстановленного СССР. Правление восстановленного СССР будет недолгим. В Откровении 13.5 говорится, что оно будет составлять 42 месяца. В Откровении 11.3 и 12.6 этот период обозначен как 1260 дней. Судя по всему, это буквальный срок, равный 3,5 годам. Однако за это время этот зверь сумеет подчинить себе всю землю и даже вознамерится бросить вызов самому Иисусу Христу. Вероятно, это будет связано с его политикой преследования христиан. Чем закончится этот дерзкий вызов, рассказывается в Даниила 2, 34-35. Камень откололся без помощи рук и ударил в ступни истукана, состоявшие из железа и формованной глины, и раздробил их. Тогда железо, формованная глина, медь, серебро и золото – все раздробилось и стало подобно мекине на летнем гумне, и ветер унес все это прочь, так что от всего этого не осталось и следа. А камень, который ударил в статую, стал большой горой и наполнил всю землю. В Откровении 19, 17, 21 описываются дополнительные подробности. «И я увидел зверя и царей земли с их войсками, которые собрались воевать с сидящим на коне и его войском. И пойман был зверь, а с ним лжепророк, совершавший перед ним знамения, которыми он вводил в заблуждение тех, кто принял знак зверя и кто поклоняется его изображению. Оба они живыми были брошены в огненное озеро, горящее серой. Остальные были убиты длинным мечом, выходившим изо рта сидящего на коне. И я увидел ангела, стоящего посреди солнца. Он закричал громким голосом и сказал всем птицам, летающим в поднебесье: «Летите сюда! Собирайтесь на великий ужин Бога, чтобы есть плоть царей, плоть военачальников, плоть сильных, плоть коней и их всадников, и плоть всех, свободных и рабов, малых и великих». И все птицы насытились их плотью. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Больше информации вы найдете в нашей группе ВКонтакте «Побеждает терпеливый». Ссылка будет доступна также в описании. Подписывайтесь на наш канал, здесь объясняют Библию.